Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и это самый большой ультимативный гайд по настройке ботов Veles. Посмотрев данный ролик, вы сможете подключить Veles к бирже, создать отдельный саб-аккаунт, создать Google аутентификатор, API ключи и все вот это вот сложное довольно-таки просто на самом деле. Так что смотрите ролик, не переключайтесь, будет интересно. Также, начиная с этого ролика, я закидываю на биржу OKX $5000 и начинаю пытаться превратить их в нечто большее. Да, то есть начинаю разгонять депозит и буду снимать для вас ежемесячные отчетные ролики. Также в свою академию я буду скидывать настройки, которые буду для этого использовать. Так что, если хотите торговать вместе со мной не только DCA-ботами, но и грид-ботами, то переходите по ссылочке в описании в нашу академию. В академии я отдельно отснял огромное количество материалов по различным ботам. Можете вот посмотреть, это все отдельные ролики по различным ботам, просто по спотовым грид-ботам, по фьючерсным биржевым грид-ботам. Дополнительная информация по работе грид-ботов. По платформе BitsGap имеется отдельный модуль как по грид-ботам, так и по DCA-ботам. Отдельно уже довольно много роликов снято по платформе Generia, и вот сейчас, начиная с этого ролика, здесь добавится платформа Veles, где будут сниматься отдельно ролики про Veles. На YouTube выйдет один этот ролик, ультимативный с настройками, также он пойдет сюда еще в академию, но для академии я также буду снимать еще огромное количество роликов с различными нюансами, так же как и по остальным ботам, то что вы видите сейчас у себя на экране. Академия устроена довольно удобно, можете начинать с самого первого ролика, это просто если у вас никаких знаний в крипте нет вообще, и к последнему ролику вы уже будете довольно-таки опытным ботоводом и сможете настраивать все самостоятельно. Но также, если вы не хотите настраивать ботов самостоятельно, у нас имеется чат, где я также делюсь настройками своих ботов, то есть то, что я запускаю для себя, я скидываю в чат, также скидываю, когда и закрываю этих ботов. Сегодня утром я закрыл, например, вот данного бота на бирже Gate.io. Бот проработал 44 дня и заработал 20, почти 4%. И это на биткоине, на безопасном пятом кредитном плече. То есть мы торгуем только биткоином и только небольшими кредитными плечами, максимум пятым. Так что присоединяйтесь к академии. Здесь отдельно все по разным чатам. И я думаю, что я добавлю здесь дополнительный чат, отдельно, естественно, по ботам Veles. Ссылочка на академию в описании. Можете вступать на пробные 3 месяца и потом без переплаты, доплатив только разницу, вступить уже навсегда. То есть попробуйте 3 месяца, если понравится, останетесь в академии навсегда. Итак, давайте непосредственно к настройкам ботов Veles. Что из себя вообще представляют DCA-боты? DCA переводится как усреднение цены в долларах. Так переводится эта аббревиатура с английского. Как это работает? К примеру, мы запустили бота, пока что не обращаем внимания на настройки, позже вы узнаете, как все это делается. И бот ждет сигнал на вход. Для этого он использует специальные индикаторы, о которых я обязательно позже вам расскажу. К примеру, индикатор дает сигнал, что у нас произошло сильное падение, и он говорит, что вот здесь мы открываем нашу сделку. Бот здесь заходит в сделку, к примеру, на $100, и у вас стоит take profit 1%. То есть, когда цена вырастет от вашей точки входа на 1%, бот зафиксирует прибыль и закроет бота. И будет дальше ждать еще одного сигнала. И будет работать он так до бесконечности. В случае, если после входа в сделку цена идет не в нашу сторону, а в обратную сторону, как в данном случае имелись хвосты, да, бот, к примеру, усредняет эту сделку еще на 150, к примеру, долларов. Чем опускает точку входа, которая изначально была здесь, и в итоге она станет уже здесь. То есть боту становится намного проще отрасти на этот 1% вверх, чтобы зафиксировать прибыль. То есть он усредняет свою позицию. Так он и переводится, так он и работает. Главный секрет работы ботов Veles — это настроить индикаторы таким образом, чтобы бот входил в сделки именно вовремя. Итак, давайте зарегистрируем аккаунт и настроим его. Также настроим биржи.
Переходим по ссылочке в описании, непосредственно вот на эту вот страничку. Здесь можем зайти по учетке Гугла либо Телеграма, либо зарегистрироваться вручную. При регистрации получаем 5 пробных долларов на счет для торговли. Сейчас объясню, как происходит монетизация платформы Veles. Итак, какой способ монетизации использует Veles? Вы платите Veles не больше 50 долларов в месяц. То есть вы платите 20% от вашей прибыли, но не более 50 долларов в месяц. Если вы торгуете много, и если у вас большой депозит, то эти 50 долларов комиссии вы покрываете буквально в первые 2 дня месяца, да, а после этого пользуетесь платформой абсолютно бесплатно. Но если вы только начинаете свой путь в криптовалюте и у вас совсем маленький баланс, то вы можете даже не достичь этого порога в 50 долларов. То есть, если вы торгуете мало, или у вас мало денег, или вы только начинаете тестировать бота, да, то вы не платите много за подписку. И это очень и очень удобно, потому что Veles берет 20% от вашей прибыли, но не более 50 долларов в месяц. Как говорится, брали бы другие платформы такой способ монетизации у Veles, да, потому что это очень удобно. Если у тебя действительно мало денег, то ты и не заплатишь много за использование Veles, а если много денег, то тебе эти 50 долларов как бы погоды не сделают. Итак, после того, как мы зарегистрировались и получили свои первые 5 баксов, нам нужно настроить биржу. Для торговли я рекомендую использовать вам биржу OKX. Потому что по моей ссылочке в описании вы можете получить 20% кэшбэки торговых комиссий обратно на счет в долларах. То есть вы будете торговать, и вам вот так вот каждый час будут приходить кэшбэки ваших торговых комиссий. Вы потом можете взять эти деньги, перекинуть на торговый счет и пользоваться ими, собственно, дальше для торговли. Это очень и очень круто на самом деле, потому что при торговле ботами можно платить бирже довольно большие комиссии, а так 20% вы будете возвращать обратно. Итак, у нас есть биржа, нам нужно создать на ней отдельный саб-аккаунт, чтобы не перемешивать деньги или ботов, потому что некоторые боты иногда конфликтуют настройками друг с другом, и это может повредить вашей торговле. Поэтому желательно для торговли создавать отдельные саб-аккаунты, тем более что биржи почти что в неограниченном количестве позволяют это делать. Например, вот у меня основной аккаунт, вот под Veles я создал аккаунт, и здесь у меня отдельный под Дженерию, где я тестирую ботов Дженерии, да. Создаем, либо переходим на отдельный саб-аккаунт, далее во вкладочку «Безопасность», и здесь подключаем приложение для аутентификации. Это обыкновенный Google аутентификатор. После этого переходим в раздел API, и здесь создаем API-ключ. Здесь нажимаем «Привязка стороннего приложения», здесь пишем Veles, выбираем чтение и торговлю, не забываем написать любое название, а также здесь нужно написать ваш пароль. Пароль, который вы запомните, но он понадобится вам всего лишь один раз, чтобы подключить непосредственно биржу к платформе Veles. После этого нажимаете «Отправить все» и вводите ваш шестизначный код из вашего Google аутентификатора. Отлично, API-ключ создан, нужно нажать вот здесь стрелочку, чтобы данный ключ нам показался. Никому не показывайте данный ключ, я его удалю. Естественно, я его записываю для ролика. Далее переходим на платформу Veles, нажимаем настройки в правом верхнем углу, нажимаем API ключи, здесь нажимаем добавить API ключ и выбираем здесь нужную биржу. Как вы видите, здесь довольно большой выбор. Есть Bybit, OKX, BingX, Binance, Gate.io и Huobi, она же HTX. В нашем случае мы подключаем OKX Futures. Имеется возможность быстрого подключения и ручного подключения. Мы с вами сделали более, скажем так, сложный вариант, это ручное подключение. Но лучше знать более сложный вариант, чтобы знать, как его использовать, если вдруг у вас не получится подключиться быстрым подключением. И здесь вводите ваш пароль и нажимаете кнопочку «Подключить». Есть небольшой нюанс, что вот это окошечко, пока вы не ввели данные в Veles, не закрывайте, потому что секретный ключ показывается вам только один раз, когда создается вообще это окошко. И после этого жмете «Завершить», когда все ввели, а здесь жмете «Подключить».
Есть более быстрый и простой вариант. Это вы просто здесь выбираете OKX Futures. Здесь заходите в нужный аккаунт, то есть конкретно в нужный саб-аккаунт, да, чтобы в браузере во вкладке у вас была открыта биржа и нужный саб-аккаунт. И после этого переходите сюда и нажимаете быстрое подключение в один клик. И система сама автоматически все, что ей нужно, создаст. Нажимаете просто подтвердить. У меня подобный ключ уже создан, поэтому система второй мне не создала. У вас, так как нет ключа, у вас все отлично создастся. Итак, далее мы переходим на наш основной аккаунт, да, и здесь жмем кнопку «Перевести деньги». Главный аккаунт и саб-аккаунты. Здесь выбираем нужный саб-аккаунт. В моем случае это саб-аккаунт Велес. И переводим с основного саб-аккаунта на саб-аккаунт на торговый аккаунт. То есть деньги для торговли должны лежать на торговом аккаунте. Я, как и обещал, перевожу $5000. Все, после этого возвращаемся на платформу Велес. И далее нам нужно непосредственно создать ботов. Сразу вам скажу, что ваших $5 может надолго не хватить, в зависимости от того, с какого депозита вы начнете торговлю. Поэтому переходим сюда в настройки справа вверху. И здесь нам нужно пополнить баланс Велеса минимум на $50, чтобы нам точно на месяц их хватило. Обновление происходит каждого первого числа месяца. И здесь выбираете, чем вы хотите пополнить. То есть, например, USDT в разных сетях, Optimism, BNB, Tron, Polygon, Ethereum. И просто с вашей биржи переводите сюда денег. $50 на месяц вам хватит 100%, а возможно даже больше, зависит от того, на какой депозит вы торгуете. Далее на главной странице вы можете увидеть, что здесь уже существуют готовые боты от платформы Велес. Это боты, которые были протестированы, которых копирует большое количество людей и которые хорошо себя показывают. Например, здесь мы видим, что имеется бот, которого копирует почти 3000 человек, и это тестовый бот на $1. То есть всего лишь навсего на $1. Вы можете просто нажать кнопку «Скопировать», выбрать другую биржу, да, у меня, например, это биржа OKX, выбрать API-ключ, выбрать сумму, тип маржи. Изолированная маржа использует маржу только внутри этого конкретного бота. Кросс-маржа, перекрестная маржа, использует маржу всего вашего торгового аккаунта. С кросс-маржой, если вы неопытный трейдер, нужно быть более аккуратным, потому что если вы запускаете несколько ботов, то вы должны понимать, что они все используют одну маржу. Поэтому для новичков я рекомендую пользоваться только изолированной маржой, потому что если пойдет что-то не так, то вы можете потерять деньги только, если торгуете, естественно, фьючерсами, да, только с этого конкретного бота. В случае перекрестной маржи, то вы можете потерять все деньги своего аккаунта. И далее нажимаете просто кнопку «Запустить бота». Это в случае, если вы хотите скопировать одного из ботов, которые здесь частенько появляются, обновляются. Но, кстати говоря, многие боты здесь живут довольно давно и прекрасно работают. Но давайте с вами разбираться, как запускать ботов самостоятельно. Для этого здесь нажимаем кнопку «Создать бота». Здесь мы выбираем биржу, которую мы добавили, и API-ключ, естественно, который мы добавили. Тут мы выбираем алгоритм long либо short. Также обратите внимание, что при выборе биржи вы выбираете, какого бота вы будете запускать, то есть фьючерсного либо спотового. Именно на этом моменте происходит выбор: спотовый бот будет либо фьючерсный. Мы выбираем фьючерсного и выбираем long либо short. Кстати говоря, немного отвлекусь и хочу показать вам, что на спотовом боте также есть позиция long либо short. Торгуя на спотовом боте short, вы будете зарабатывать непосредственно монету, которую вы хотите торговать. Например, если вы выбираете Ethereum USDT, то для запуска бота, во-первых, вам нужен Ethereum, а во-вторых, вы будете зарабатывать именно Ethereum с торговли этого бота. То есть, если у вас сколько-то времени давным-давно лежит Ethereum, да, там, или биткоин, и вы просто его холдите, то, пожалуйста, вы можете на споте дополнительно приумножать ваш эфириум. И это будет эффективнее, чем тот же стейкинг, который дает там пару процентов в год. Это будет явно намного и намного эффективнее. Тем более, что бот спотовый, и вы не рискуете тем, что вы можете потерять, собственно, свои деньги. Есть еще другие способы накапливать тот же самый эфириум, да, это инверсные боты, но это уже немного другой продукт, об этом есть в Академии, так что заходите, если вы хотите приумножать свои
монеты с помощью инверсных фьючерсов, то там есть эта информация. Возвращаемся к нашим фьючерсным ботам. Выбираем алгоритм long либо short, ставим на повышение либо на понижение цены и далее выбираем монету. Монету вы выбираете, естественно, на свой вкус. И уже в зависимости от того, какие есть торговые пары на бирже, вы можете торговать тот же самый биткоин, например, не только к USDT, но и к USDC. Да, это будет зависеть от того, какая пара есть непосредственно на самой бирже. Далее выбираем депозит, который будет участвовать в нашей торговле. При перекрестной марже вы должны понимать, что весь баланс аккаунта будет участвовать в вашей торговле. И если вы открываете несколько ботов, то вся маржа будет браться из одного места. Допустим, вы вошли в бота по биткоину, он уже набрал какую-то позицию, у вас была там точка ликвидации 60 тысяч долларов, вы открываете бота по эфириуму, он у вас тоже набирает позицию, и у вас точка ликвидации и на биткоине станет ближе к цене, и на эфириуме она также поднимется. То есть вы должны понимать, что перекрестная маржа использует весь баланс вашего аккаунта. Для новичка я все-таки рекомендую использовать изолированную маржу, чтобы контролировать каждого бота по отдельности. Таким образом, если, к примеру, вы засядете в какой-то инвест, да, и у вас долго не будет выходить бот по тейк-профиту, и, допустим, начнет приближаться цена к точке ликвидации, то вы в конкретного определенного бота сможете отдельно добавить вручную маржи, таким способом отодвинув ликвидацию. То есть вам нужно будет просто контролировать это вручную, но это проще, чем контролировать запуск нескольких ботов на одном балансе, да, ну вот, если вы, естественно, новичок. Итак, выбираем, что, например, вы хотите запустить бота там на 100 долларов с 10 кредитным плечом, то есть ваши деньги умножаются на 10. 100 долларов ваших личных денег и 900 долларов заемных денег биржи. То есть всего у вас будет бот создан общим балансом на 1000. Ваших денег там только 100. И в случае, если у вас произойдет ликвидация позиции, да, то есть цена уйдет ниже точки ликвидации, да, то вы потеряете только 100 долларов. Хоть вы и торговали на 1000, но потеряете только 100. Больше биржи вы ничего должны не будете. Далее, режим торговли. Здесь сразу же имеются пресеты: консервативный, умеренный и агрессивный. Либо все это мы можем настроить вручную немножечко ниже. То есть, либо мы тут выбираем из того, что есть. Видите, оно сразу же сюда подтягивается, все эти данные. И мы дополнительно можем под себя их тут поменять. Итак, что такое режимы торговли? Здесь у нас имеется процент перекрытия. Процент перекрытия означает, если здесь мы в предпросмотре посмотрим, какой процент перекрывает настройки наших ордеров. То есть от текущей цены, если мы посмотрим, то мы перекрываем 40% падения цены. У нас бот будет закупаться на протяжении 40% падения цены. И как мы видим, что здесь написано средняя цена, да, какая будет у нас средняя цена при исполнении всех ордеров. Но как будто бы тут что-то подглючивает. Почему у нас средняя цена вот здесь вот внизу, как будто он считает только вот эти 3 ордера, а эти как будто не считает. Небольшой какой-то глюк в системе, друзья. Далее, сетка ордеров. То есть это какое количество ордеров у нас будет на это самое перекрытие. То есть какое количество усредняющих ордеров мы будем использовать. Ну и как вы видите, в консервативном режиме это 20 штук, да. Мартингейл 5%. То есть каждый последующий усредняющий ордер будет на 5% больше предыдущего. Тут можно вплоть до 500%, но рекомендую вам этим не баловаться, потому что если вы выбираете большое количество сеток, да, и у вас мартингейл тоже большой, вы, к примеру, заходите на 1000 долларов, то у вас очень маленькие будут самые первые ордера. Как правило, отрабатывают 1, 2, там 3 ордера первых, да, и потом у вас получается take profit. И вы должны понимать, что несмотря на то, что вы зашли в большую сумму, на большую сумму в бота, да, из-за того, что у вас мартингейл слишком большой, у вас деньги, они находятся большей частью внизу вашей сетки, и вы просто получаете копеечные тейк-профиты от того, что у вас срабатывает 2-3 ордера. Ну и по этой же самой причине тоже перекрытие можно не делать слишком большим, как тут консервативный, да, но мы вот возьмем по дефолту умеренный, и нам, в принципе, для надежного, скажем так, бота этого будет вполне достаточно. Поэтому не ставьте слишком большой мартингейл, потому что вы просто толком на этом не будете зарабатывать. Хотя мартингейл предусмотрен именно для того, чтобы более эффективно усредняться при падении цены. К примеру, здесь у нас сейчас стоит 5%, да, если мы откроем предпросмотр, то мы видим, да, что здесь просто 2 значения после запятой, но чем ниже, видите, мы уже тут 0,3,
здесь 0.4, там ниже уже 0.5. Далее, отступ. Отступ — это на каком расстоянии от вашей цены входа будет размещен ваш первый ордер. Снова же, если мы откроем предпросмотр, мы видим, да, что цена у нас находится вот здесь в данный момент, и ниже на 0,2% у нас находится наш самый первый ордер. То есть здесь у нас происходит сигнал на вход, бот вроде бы как должен зайти в сделку, да, но он будет еще дополнительно ждать падения на 0,2%, чтобы войти в эту самую сделку. Далее у нас здесь логарифмическое распределение цен. Это мартингейл, только непосредственно расстояние между вашими усредняющими ордерами. Если мы сделаем 1,2 и посмотрим на ордера, мы видим, да, что каждый последующий усредняющий ордер на 1,2 дальше предыдущего. То есть если вы сравните первые, да, и последние, вы прям видите, насколько разное у них соотношение, да. Если первый это 1%, то последний здесь уже 2,78%, да, там 2,8%. Это можно довольно удобно использовать, чтобы перекрывать больше процент цены, допустим, ну, за те же самые деньги. При этом это также будет более благоприятно влиять на усреднение, собственно, вашей позиции. В принципе, 1,2 это такое хорошее значение. Если ставить значение меньше единицы, например, поставим 0,5, да, смотрите, то у нас наоборот расстояние сверху будет большим, а снизу будет поменьше. То есть это если вы, например, ожидаете откупа какого-то прям дна, да, что здесь он у вас, вы еще не уверены, да, стоит ли не стоит заходить, он зашел на небольшую сумму, да, дальше цена продолжает падать, вы все больше уверены в том, что вам стоит это откупать, да, и чем глубже падает цена, вы все больше понимаете, что я хочу, то есть чем ниже, тем больше объем набрать. И вот для этого как раз таки вы можете использовать значение меньше единицы. Но 0,5 это уж совсем перебор по мне, тогда если посмотреть тот же 0,8, то уже выглядит более адекватно. Я предпочитаю здесь примерно 1,2 ставить, потому что при том же самом перекрытии, если выключить вообще и оставить такое же перекрытие, но поставить 1,2, да, то первые как раз-таки ордера, они будут немножечко ближе друг к другу, и у вас больше шансов, что захватит как раз первые два ордера, и вы быстрее сможете выйти по тейк-профиту. Далее, частичное выставление сетки ордеров. То есть это какое количество ваших ордеров будет сразу же размещено уже именно лимитными ордерами на бирже. То есть это используется для того, чтобы зарезервировать сразу часть средств, да, либо есть такой еще момент, что, допустим, API может там не так быстро отрабатывать, и вы просто при резком скачке на каком-нибудь щиткоине можете не успеть выставить эти самые лимитные, ну, то есть система может не успеть выставить эти самые лимитные ордера для того, чтобы произошло ваше усреднение. В случае там с биткоином, конечно, такого не будет, но если вы решили поторговать чем-то низколиквидным, то такое вполне может произойти. Поэтому можно выставлять сразу 3-4 ордера, они уже сразу на бирже, и если цена туда скаканет, то они у вас по-любому исполнятся. Но при этом вы должны понимать, что часть ваших денег рассчитали уже для входа в этого бота, да, они как раз-таки уже разместятся на вашей сетке. То есть, если у нас здесь 4 стоит, да, то на биржу, если вы зайдете, то вы увидите, что у вас вот эти 4 ордера, они уже сразу стоят на графике. То есть, если 3, то будет 3 у вас, если 2, то будет 2. Ну и также это в какой-то степени освобождает ваш баланс, и вы можете использовать его для чего-то еще. Далее, подтяжка сетки ордеров. Вы помните, да, у нас здесь имеется отступ. И если цена пошла не в сторону вашего первого ордера, а наоборот в обратную сторону, да, в сторону вашего вроде бы как бы профита, да, то через какой процент отменится ваша сделка. То есть система дала вам сигнал на вход, но цена пошла не дальше вниз, а отскочила и пошла вверх. И если она вот на 0,4% отскочит у вас вверх, то эта сделка отменится, бот не будет ходить. Ну, потому что он не успел, да, и теперь уже стоит, наверное, пересмотреть ситуацию, стоит ли входить в эту самую сделку. Далее, настройка «Остановить бота после завершения сделок». Вы просто можете выбрать, какое количество сделок должен отработать ваш бот. Например, 10 сделок, да, после которого он остановится, а вы посмотрите, допустим, на ситуацию, которая происходит на рынке, и решите для себя, стоит ли боту с такими настройками работать дальше. Обычно эту настройку никто не использует, но я только что рассказал вам ситуацию, в которой можно было бы его использовать. Далее, стоп-лосс — это какой вы убыток готовы принять при движении
цены не в вашу сторону. Если мы сюда вниз перемотаем, да, мы видим, что у нас там почти что сразу же после нашего последнего усредняющего ордера стоит стоп-лосс. Вот в таких вот случаях конкретно данных настроек использовать стоп-лосс, ну, абсолютно нелогично. Представляете, сколько у вас рассчитано на то, чтобы цена усреднялась, и как только она доходит до конца, вы тут же закрываете сделку и принимаете весь этот накопленный убыток, а вы буквально только что тут усреднялись. Естественно, лучше всего торговать со стоп-лоссом, но довольно тяжело может быть подобрать настройки, которые будут отлично отрабатывать именно со стоп-лоссом. И если вы уж торгуете со стоп-лоссом, то скорее всего у вас будет какая-то стратегия, где будет участвовать, ну, максимум 3-4 ордера, а скорее всего это будет 1, 2, 3 ордера, да, и дальше уже будет стоп-лосс. Но для этого вы должны подобрать довольно хорошие индикаторы, да, которые будут давать вам хорошие сигналы на вход, да, что вы тут же вошли и цена отскочила, вы закрываетесь по тейк-профиту. То есть все, конечно же, зависит от вашей стратегии. Но если быть честным, то что мы сейчас видим на графике, вот подобная стратегия, ну, не может предусматривать под собой подобного стоп-лосса. Это абсолютно будет нелогично. Вы для того и перекрываете такое большое расстояние, да, на этой самой монете биткоин в нашем случае, да, чтобы бот мог отработать, грубо говоря, там почти любое падение и выйти по тейк-профиту. Стоп-лосс по сигналу также вы можете добавить определенный фильтр, да, что если индикаторы скажут вам, что ситуация не самая лучшая сейчас для работы этого бота, да, система просто вышла по стоп-лоссу. Это все нужно тестировать. Для этого здесь существуют бэк-тесты, но о них немножечко позже. Но снова же это вопрос бэк-тестов и определенных стратегий. Ну и естественно, если вы используете какой-либо стоп-лосс, вы также вместе с ним можете поставить галочку «Остановить бота после исполнения стоп-лосса». Если у вас какие-то прям особенные настройки, да, что бот 100% должен отрабатывать ваши сделки там с эффективностью почти 100%, да, чтобы он забирал тейк-профиты, а не стоп-лоссы. И как раз-таки эта настроечка, если что-то пошло не по вашему плану и бот вышел по стоп-лоссу, включаете эту настроечку и потом анализируете, что произошло, что ваша 100% стратегия не отработала, да. Корректируете что-то, запускаете заново, и бот работает дальше. То есть просто после стоп-лосса бот больше не запустится, пока вы самостоятельно его не запустите. Далее, профит. Здесь вы указываете процент вашего профита. С профитом рекомендую не жадничать. Если тот же самый биткоин, то выбирать там от 0,6 до 1 приблизительно процента, потому что если посмотреть на движение цены, да, вот допустим у нас было падение предыдущие там сутки, да, вот посмотрим, какой даже вот отсюда был отскок, да, 0,3%. То есть вы явно не могли выйти по тейк-профиту, да. Здесь вот тоже вот рост был, к примеру, индикатор дал вам идеальную точку входа вот здесь. Сколько в итоге роста вот было до небольшой коррекции, да, вот как раз мы видим, что максимум 1% роста был, да, и потом пошла коррекция. И как раз таки, если у вас был тот же самый 0,6%, который сейчас указан, да, то вы бы забрали свой тейк-профит и ждали бы сигнала на следующий, ну, на вход в следующую сделку. Но если бы вы, допустим, пожадничали и зашли где-нибудь вот здесь, а у вас стоит там 1%, то смотрите, мы зашли здесь мы не вышли, потому что 1% не было. Далее пошла коррекция, и в итоге мы наш 1% забрали бы спустя там, ну, грубо говоря, почти сутки, да. А если бы вы забрали 0,6% здесь, возможно, где-нибудь вот здесь бот бы дал вам еще одну точку входа, и на этом отскоке вы бы забрали еще 0,6%. Понимаете, лучше часто забирать по немногу, чем один раз по многу. Это вот в случае как раз-таки DCA ботов. Лучше не замораживать деньги в одной сделке надолго, поэтому лучше в какой-то степени не жадничать с тейк-профитами и забирать какое-то среднее значение по волатильности монеты, да. Также можно распределить тейк-профиты на несколько тейк-профитов, вот здесь выбрать свой, да, и добавить, что у вас забрать, допустим, 0,6 на 0,6% 60% профита и, допустим, на 0,8% оставшиеся 40, да. При этом вы также можете добавить стоп без убыток, и тут, допустим, от вашего тейк-профита, да, либо от средней цены. Просто в таком случае бот может забрать первый ордер 0.6, да, но если потом цена не пошла в сторону 0.8, а вернулась
к 0.6 и ниже, да, то бот может просто закрыть в безубыток и уже не ждать, когда цена дойдет до этих 0.8, чтобы закрыть остаток. Я тестировал различные настройки, и если честно, то не очень хорошо работает вот этот, скажем так, трейлинг take profit, да, что дотягивает дополнительно еще куда-то выше. Обычно оно отрабатывает не очень хорошо, и лучше забирать простым, обыкновенным, скажем так, деревянным вариантом с фиксированными вот этими вот просто 0.6%. Ну и тут вот еще, допустим, дополнительно трейлинг стоп-лосс имеется. Трейлинг стоп-лосс — это как раз-таки, допустим, здесь у вас стоит 0.6% профита, да, цена доходит до 0.6, после этого отскакивает на 0.1% вниз, и вы забираете свои там 0.5%, да. Но в случае, если цена не возвращается к 0.5, а идет выше, выше, выше и выше, то вы можете забрать 0.7, 0.8, 0.9 до тех пор, пока цена, процент отклонения, да, от этого вашего процента в обратную сторону не сделает на минус 0.1%. То есть безоткатно до 1% вырастаем, потом идет коррекция на 0.1% вниз, и вы забираете свой take profit. И вот трейлинг, вот эти вот стопы, да, и вот это вот, когда вы несколько take профитов забираете, ну, не очень хорошо отрабатывает. Обычный базовый вариант, как правило, самый, получается, лучший. Ну и также имеется вариант по сигналам, это когда конкретно вам Bollinger или RSI говорит, что у нас перепроданность, давайте выходите из сделки, да, и когда вы выходите. Тоже хорошо, что есть, для разных стратегий, конечно, можно попробовать, но снова же повторю, простой вариант самый лучший. Ну и самое, наверное, важное — это фильтры для старта бота. Здесь также имеется несколько пресетов, это агрессивные фильтры, умеренный и консервативный. И если мы посмотрим, допустим, чем отличается агрессивный от умеренного, это различные значения по RSI. Нам легче получить значение меньше 60, да, и немного сложнее получить значение там 55. И консервативный будет давать еще более надежные точки входа, тот же самый RSI еще меньше, да. При этом здесь также еще имеются дополнительные фильтры. И нажав кнопочку «Рассчитать», вы можете посмотреть, сколько было сигналов на вход именно по этим различным фильтрам. Итого, с данными настройками, консервативный фильтр, да, мы видим, что у нас было почти 10 тысяч сигналов на вход за месяц. Вот также вы можете просто взять и добавить свой фильтр и входить исключительно по собственному фильтру. Здесь имеется огромное количество различных индикаторов, и в них, скажем так, кроется вот весь этот момент вообще, как будет отрабатывать ваш бот. Как вы видите, здесь огромнейшее количество различных индикаторов, в том числе вы можете подключать кастомные с TradingView. Кто-то есть люди специальные, которые пишут различные индикаторы с точками входа, да, то есть по различным там пересечениям, RSI, CCI, Боллинджером и так далее. Все это в одну кучу собирают, да, получается индикатор, который дает там очень четкие точки на вход в бота, что вы вошли, у вас происходит тут же отскок, вы забираете take profit, да. И вот в этом кроется, скажем так, основной секрет торговли, успешной торговли, да, DCA-ботами. И раньше сложно было это все понять, сложно было просчитать, вообще изначально сложно было начать, как же мне все-таки сделать настройки, чтобы у меня хоть как-то успешно работал бот. Ну, во-первых, мы помним, да, в начале ролика я рассказывал, что есть пресеты, которыми вы можете попробовать, а также появился исторический анализ. То есть вы берете, делаете свои настроечки, например, вот такие настройки, какие у нас сейчас получились, да, базовые, и после этого вы нажимаете кнопочку «Анализ» и, допустим, пишите «Биткоин тест номер 1». Далее выбираете, за какой период вам интересно, как бы показывал себя этот бот. К примеру, выберем максимум год, то есть сколько бы бот с такими настройками заработал нам за год. Выбираем комиссию мейкера и комиссию тейкера, потому что на разных биржах она разная. И нажимаем подтвердить недостаточный объем ордера. Давайте мы на это перекрытие уменьшим количество ордеров. Так, увеличу сумму, потому что недостаточный объем ордера у меня получился. Давайте проведем анализ. Также я при том же самом перекрытии уменьшил сетку ордеров до 10 штук. И начинается тестирование. То есть мы наши настроечки сделали, и сейчас система тестирует, как вообще эти настройки могли отработать целый год.
Это очень круто на самом деле. Вы можете заплатить за бэктесты $25 за месяц, чтобы ими пользоваться в неограниченном количестве, либо у вас имеется 10 бэктестов бесплатных в сутки, что очень и очень круто. То есть вам можно и не платить, в принципе, да, если вы подобрали более-менее хорошие настроечки, вы можете с помощью 10 бэктестов довести их до идеала, либо выбрать лучший вариант, ну, то есть проверить 10 штук, выбрать из них лучший вариант и запустить этого бота. На следующий день вы можете снова попробовать, потестировать уже немножечко другие варианты. И в итоге мы получаем статистику, да, что эффективность в день такого бота, да, $9,2. Можем посмотреть график доходности, что за год у нас такой бот заработал бы почти $3000. Можем посмотреть прям сделки, которые происходили и когда они происходили, да. Также можем посмотреть максимальный плавающий убыток, который был по этому боту, да, то есть сколько времени в сделке максимум был бот, сколько минимум в сделке был бот, ну и, естественно, сколько бот в итоге заработал за это время. И таким образом вы можете брать и комбинировать различных индикаторов, различные настройки. Вам просто нужно немного времени, да, чтобы подобрать свои идеальные настройки, но потом в теории ваш бот может работать годами. Так что, друзья, в ближайшее время, как и говорил, подбираю настроечки, скидываю их в мою академию и начинаю разгонять $5000 до... Собственно, посмотрим, до скольки получится и за какой период времени. Ничего обещать не буду. Все настроечки, и когда буду закрывать и что-либо менять, буду писать в академии. Регистрируйтесь на Велес и на OKX по ссылочкам в описании, чтобы получить 20% кэшбэки торговых комиссий. Это очень круто, потому что просто посмотрите, какой объем сделок здесь был, да, за весь этот год. $1 миллион почти что наторговал по бэктестам данный бот. И с этого можно было получить очень даже хорошие кэшбэки. 20% по моей ссылочке в описании к этому ролику. Также пишите в комментариях, какие вы хотели бы провести эксперименты, например, на ботах Велес, либо на каких-то других ботах. И самые интересные варианты я, естественно, проведу. Ну а на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока.